Друзья, я впервые в жизни решила сделать часы и декорировать их подкрашенными засушенными растениями. Купила все, что нужно для часового механизма. Осталось только приобрести батарейку, и часы пойдут. Купила под основу такие диски, которые люди используют. Я купила это в свадебном отделе для того, чтобы ставить на эти диски торт, свадебный торт, такой тоненький. И мне понравилось покрытие, оно симпатичное, но я уже вижу, что размер неподходящий, потому что посмотрите, какие пропорции у меня должны быть. Циферблат такой, а сам диск вот такой. Но зато есть плюс, что у меня есть место для декорирования моими цветами. Если бы я взяла только небольшого размера, небольшого диаметра циферблат, то у меня, соответственно, не было бы и места. Вот они лежат у меня, все детальки приготовленные, стрелки, моторчик, куда вставляется батарейка. Не знаю, что получится, я это делаю впервые. Я забыла упомянуть, что я в тон для этого серебристого основания купила тоже серебристого цвета стикеры с орнаментом. И их применила здесь. Я уже приклеила. Цифры 12, 3, 6 и 9. И это оказалось легко. А как делить на три части между этими цифрами, пока понятия не имею. Надо вспомнить математику. В самом начале у меня была проблема, сверла не было подходящего, но наконец дырочку для вставляния этого моторчика я сделала, просверлила. Теперь я понимаю, почему другие флористы используют компакт-диски. Размер компакт-диска как раз для такого часового механизма. А у меня будет то ли диспропорция будет, то ли наоборот хорошо получится в результате. Циферблат со стрелками будет по центру, а достаточно большое будет пространство для просто для декорирования. Я говорю, мне для раздолья, конечно, украшать это все цветами, но как в целом будет это все функционировать и выглядеть, не знаю. Ведь это надо еще посмотреть, как будет в интерьере смотреться. Работа продолжается, эксперимент мой продолжается. Я подготовила достаточно большой объем растительного материала, который я сначала вырастила в своем саду, потом засушила под прессом. И в последнее время я его подготавливала для многих своих новеньких проектов. Что значит подготавливала? Там, где можно, я цветы и листья покрывала одним слоем мат-паджа, а где требовалось по инструкции, то и 2 слоя с лицевой стороны. Еще такие растения я подготовила для моих новых проектов. Здесь у меня и космос, и миниатюрные нарциссы, и крупные цветы, лилейники, галлардия, хризантемы,
дельфиниум. Я повторюсь, я использовала или вот как для этого дельфиниума мат-патч, который дает глянцевую поверхность, или мат-патч, который дает матовую поверхность. Я просто прикидывала уже, где я могла бы использовать эти цветы. На зеркальных, на стеклянных поверхностях я хотела бы иметь цветы тоже с глянцевой поверхностью. А на деревянной поверхности без лака я бы хотела иметь, соответственно, растительный материал с матовой поверхностью. Показываю, друзья, мои часы в процессе работы. Сейчас я уже наклеила растительный материал. Орнамент придумала такой, что в центре одна большая гербера, цветок герберы оранжевого цвета, а по краям цветы хризантемы, назову так, пурпурного цвета. Вот. Почему я выбрала такой растительный орнамент? Очень мне нравится в саду сочетание трех цветов растения. Люблю высаживать пурпурного цвета или бордового рядом с оранжевым и серебристым. Серебристый, можно сказать, серый цвет, нейтральный, а пурпурный и оранжевый хорошо сочетаются между собой. Я даже на глаз вижу, что дырочка просверлена не по самому центру герберы, но я ничего не могла поделать. Мне нужно было, чтобы лепестки были в таком положении, чтобы не заходили ни на сами цифры циферблата, ни далее. Поэтому вот так получилось, что не по центру. Хочу сказать, никакой сложности наклеивать цветы с помощью мат-паджа на эту поверхность диска у меня не было. Никаких трудностей. Цветы приклеились прекрасно. И издали вообще создается эффект, что они нарисованы. Но на самом деле это самые настоящие цветочки. Вот. Хризантемы и гербера. Пока мне все нравится. Но я до сих пор не знаю, как же мне точно приклеить на правильном расстоянии вот все остальные цифры циферблата, чтобы соблюсти точность. Не знаю. Вспомнила тут не площадь окружности, а длина окружности равна 2πr. Откуда у меня всплыло это из памяти? И пока мне это ничего не дает. То есть длину окружности я могу радиус померить, и длина окружности 2πr. Но мне-то надо разделить на 3 части расстояние и расположить по кругу, по правильному кругу. Вот, и я уже вижу, что эти часы хорошо будут смотреться на темном фоне, а не на... У меня стены в доме светло-серые. Не знаю, мне кажется, будет плохо смотреться серый циферблат на сером фоне стен. Я подумаю над вариантом, чтобы расположить где-то на темном фоне. Я уже делилась с вами, друзья, что
Загвоздка у меня произошла. Я не знаю, как разделить на 3 части расстояние между, вот, допустим, цифрой 12 и 3 на моих часах. Вот. И ничего мне лучшего в голову не пришло. Я хочу использовать свои настенные часы. Здесь, видите, градация есть. Не только 1 и 2, но даже и минуты. В общем, я кладу полиэтиленовую пленку на поверхность часов и буду разрисовывать ее. Начерчу, короче, линии все для каждой цифры. И потом ее буду как копирку. В принципе, я ее использую. Вот. Центр есть. 1/3 здесь у меня тоже будет. И потом сниму эту. Сейчас я ее прицепила с помощью скотча, чтобы она не ерзала. А потом я ее отцеплю, и каким-то образом эти начерченные линии, ну, у меня радиусы будут проведены от центра до, например, цифры 1 до цифры 2. Вот. Расчет у меня какой? Неважно, какого диаметра у меня будут часы, у меня, скорее всего, даже диаметр будет отличаться, но вот эти вот векторы направления от центра, как я понимаю, что там уже все равно какого диаметра, главное начертить эти векторы. Вот. И ничего другого мне в голову не пришло. Вот использую часы настенные, которые у меня есть. Дай бог, чтобы у меня все получилось. Потому что декор-то у меня уже оформлен. Уже мне тут добавить нечего. Мне осталось только наклеить цифры на циферблат до конца. Я закончила работу с моими настенными часами. Они уже тикают, показывают время. С обратной стороны на всякий случай я приклеила 2 кусочка пенопласта и петельку. Осталось часики повесить.